Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие цветы, какие растения, просто обязаны быть в вашем доме, потому что эти растения помогут вам привлечь изобилие, достаток, благополучие, а также вы всегда будете здоровы и счастливы. Давайте вместе с вами будем во всем этом разбираться. Вы знаете, все растения без исключения обладают своей энергетикой. Одни, правда, положительные, и попадая к нам в дом, способны оказывать самое благоприятное влияние как на него, так и на всех тех, кто в данном доме живет. Другие же, наоборот, излучают нехорошую энергетику. Попадая в дом, нарушают поступление в него сильных энергетических потоков, разрушая его особую энергетику и негативно влияют на жизни всех тех, кто в таком доме живет. Поэтому, если вы надумали принести какое-то растение в свой дом, к этому вопросу вам нужно подойти со всей серьезностью, чтобы потом не переживать о последствиях происходящего и не думать о том, как справляться с тем, что уже произошло. Ведь на это придется потратить немало времени и, конечно же, энергии и жизненных сил. Если в доме нет близких отношений между членами семьи, происходят какие-то конфликты, недопонимания, ссоры, уход, страсть, любовь, а также постоянные денежные проблемы, все это можно исправить, если принести в свой дом зеленого энергетического помощника, который притянет нужные энергии именно в нужный момент, наполняя дом гармонией, положительными эмоциями, радостными событиями, энергиями любви и счастья, придавая сил. Энергии будут постоянно циркулировать по дому, а также защитят от энергетического застоя. Одним из таких цветущих растений является фиалка. Она не только способна притягивать светлые энергии, приумножать их, но и, что немаловажно, очищать дом от злых помыслов, если кто-то принес в ваш дом. В таком случае она перестает цвести, и у нее начинаются проблемы с листочками. Фиалка способна, если разместить ее в спальне, убрать недопонимание у пары, окружить любовью, заботой, приумножить все то светлое, что между ними существует, и тем самым вытолкнуть силой энергии любой негатив, который возле них присутствует. Далее мирт. Вы знаете, мирт способен сделать отношения в семье крепкими, вернуть в нее взаимопонимание и уважение. Он способен убрать помыслы зависти или же ненависти, очистить энергетику жилья, сделать ее сильной и способной противостоять любому негативу со стороны. Мирт хорошо дарит семейной паре. Он будет помогать сохранять любовь, наделять пару счастьем, уважением. Такая семья обязательно будет крепкой. Также благодаря такому энергетическому помощнику дом будет наполнен только положительными эмоциями, радостью, смехом, а в него будут вхожи только добрые люди, так как те, кто придут со злом, не смогут в нем подолгу находиться, так как их негативные эмоции на них и будут оказывать такое влияние, с которыми они пришли в данный дом. Далее акальфа. Акальфа поможет людям, которые не уверены в своих силах, не умеют принимать важные решения, сделать характер более напористым, смогут добиваться высот, так как все решения впредь будут приняты в самый нужный момент. В доме, где есть такое растение, будут царить только благополучие и достаток. Также акальфа способна притягивать сильные энергии, которые помогут желаниям воплотиться в жизнь, а человек выберет путь, идя которым будет приумножать все хорошее, что он излучает. Это растение очень благоприятно сказывается и на мужчинах, живущих в доме, дает им силы, наделяет правильными мыслями, используя которые они могут добиваться любых поставленных целей. Далее цикламен. Вы знаете, цикламен способен защитить дом от злых сущностей, разрушительного негатива. Он способен восстанавливать энергетическое поле всех тех, кто живет в доме. Благодаря ему все члены семьи не будут чувствовать бессилие, упадок сил. Добрые энергии будут поступать в их жизнь только в нужном количестве. Также он способен притянуть и удачу, а все дела будут с легкостью получаться, что также будет притягивать дополнительные положительные эмоции и успех. Далее, друзья, герань. Герань должна обязательно находиться на кухне. Это привлечет в дом изобилие и денежную энергию в больших количествах. В таком доме никогда не будет денежных проблем.
Дело в том, что герань способна излучать мощную положительную энергетику, которая благоприятно будет влиять на все в ее окружении. Также она способна преобразовывать негативные энергии в положительные, в дом приносить гармонию и энергетический баланс. Она также оказывает не только благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему людей, но также на энергетическое поле, кислород, который наполняет данное жилье, и в нем будет легко дышаться, приятно находиться, сон будет крепким, а самочувствие обязательно хорошим. Далее азалия. Запомните, азалия защитит от порчи и нехороших энергий, будет помогать поддерживать в доме позитивный настрой и хорошую энергетику. К семье, которая живет в данном доме, притянет уверенность в завтрашнем дне, придаст уверенность в силах, благодаря чему получится совершать даже то, что кажется просто недосягаемым на данном жизненном этапе. Его хорошо размещать на кухне, и он будет приумножать особенную энергетику жилья, распространяя ее по всему дому, а также оберегать семейный очаг, а также давать силы и здоровье хозяйке дома. Далее алоэ. Алоэ улучшает ауру, убирает энергии, которые могут притянуть проблемы со здоровьем и недомогания, очищает дом от ненужных вибраций, сделает отношения в семье любящими, а также избавит от скандалов. В доме, где есть такое растение, всегда будет звучать смех, жизнерадостность будет наполнять всех членов семьи, а все тревоги с сердца уйдут. Далее каланхоэ. Запомните, каланхоэ окажет благоприятное воздействие на эмоциональное состояние. Если человек склонен к перепадам настроения, меланхолии, ему обязательно нужно держать такое растение в том месте, где он спит. Если в семье имеются проблемы, благодаря такому помощнику они обязательно все уйдут. Оно способно уберечь жилье от порчи, его хорошо размещать в том месте, где чаще всего собирается вся семья, чтобы оно очищало биополе, а обстановка в доме будет благоприятной. Денежная энергия будет привлекаться. Если вы покупаете растения в магазине сами, то вам опасаться нечего. Но постерегитесь брать в дом чужие растения, к тому же, если это уже взрослые растения. Не стоит в доме держать вьющиеся растения, так как они способны не только притягивать нехорошие энергии, но и мешать положительным энергиям передвигаться по вашему дому, из-за чего будет образовываться энергетический застой, а тем, кто живет в таком доме, будет не вести в их делах. Самочувствие будет неважным, а биополе слабым и подверженным неблагоприятному влиянию со стороны, что может сказаться абсолютно на любой сфере жизни данной семьи. Если вьющиеся растения разместить возле окна, возле зеркала, то с его помощью можно даже привлечь в дом злую сущность, которая сделает жизни тех, кто в доме будут жить просто невыносимо, а беды и несчастья будут наполнять его, взаимопонимание, уважение, добро и любовь могут просто-навсего уйти из дома. Также не стоит держать в доме и лилию, она скажется неблагоприятно на вашем здоровье. Она, конечно, красивая, но лучше любоваться все-таки ней на расстоянии, чтобы потом не жалеть о последствиях. Также она будет притягивать в дом злые энергии, из-за чего между членами семьи будут периодически возникать ссоры, скандалы. А вот если таких цветов в доме много, может привести к затяжным конфликтам. Далее, друзья, олеандр. Вы знаете, это не только растение, которое имеет ядовитый сок, оно способно вызывать и сильную аллергию, а также притянет в дом недопонимание, особенно между семейной парой. Все может закончиться изменами или разводом. Энергетика в доме будет неблагоприятной и слабой. Далее кротон. Кротон также обладает ядовитым соком, способен притягивать в дом разрушительный негатив и приумножать помыслы людей, которые пришли в ваш дом с нечистым сердцем и со злом. Обычно такие люди очень сильно восхищаются данным растением, так как им нравится энергетика, которую он и излучает. Из-за него в доме могут прийти проблемы. Далее пуансетия. Это растение опасно для людей, которые страдают аллергиями, для животных и детей. Также оно способно разрушать биополе, притягивать нехорошие энергии в дом, приумножать негатив, который в него попал, а способно притягивать отсутствие удачи и денежные проблемы, от которых будут совсем непросто справиться. В семье пропадет страсть, и если разместить в спальне, то отношения могут распасться.
Далее кливия. Кливия – это растение, которое будет негативной энергией тесно вплетать в энергетику жилья, из-за чего в доме будет ощущаться тяжелая энергетика. Бессонница будет преследовать всех, кто в нем живет, а жизненные силы будут покидать. Дети будут капризными. Также оно способно перекрыть и сильный энергетический канал, который отвечает за благополучие. Далее тещин язык. Тещин язык – это растение, которое способно даже в крепкие семейные отношения внести неприятные коррективы. Оно может притянуть как проблемы личного характера, так и проблемы, которые будут касаться пары. С таким растением в доме не придется ждать ничего хорошего. Знайте о том, что растения чувствительны к энергиям, которые наполняют дом, и способны их накапливать. Соответственно, если, находясь в одном доме, оно накопило в себе негатив, а вы перенесли его в свой дом, то оно начнет этим негативом заполнять ваше пространство, меняя его энергетику не в лучшую сторону. Если же вы решили принять в дар чужое растение, то вы должны быть уверены в чистосердечном отношении дарителя к вам, да и знать о том, какая обстановка у него в доме. Если вы плохо знаете дарителя, не уверены в его отношениях к вам, то от такого подарка лучше отказаться, так как вместе с этим растением к вам в дом могут попасть помыслы и проблемы этого человека. Если нет возможности отказаться от такого подарка, тогда дайте за него несколько монет любого номинала, то есть купите это растение, и про себя можете трижды проговорить такие слова: «Я тебя покупаю, вред себе не причиняю, то, что хотели мне передать, я не принимаю, доступ злым помыслам к себе перекрываю, их обратно отправляю». Так вы не только не примете эти энергии, но и преподнесете урок нечистосердечному человеку, который желает вам навредить. Также не стоит принимать такой подарок и от нездорового человека, чтобы не притянуть в свою жизнь проблемы со здоровьем и не разрушить свое энергетическое поле, которое нужно вам для счастливой и полной изобилия жизни. Дарить цветок нужно обязательно в горшке, передавать обеими руками, и при этом обязательно скажите 3 раза такие слова: «Дарю тебе его на радость, на счастье, на благополучие». Так его преподносить нужно только тем людям, кого вы любите и уважаете. Ведь такой подарок не только притянет к вам светлой энергии, но и сделает вашу энергетическую связь более крепкой. Принимать такой подарок нужно также обеими руками. Если от чистосердечного человека, то обязательно скажите слово «благодарю». Так вы обретете с растением крепкую и тесную энергетическую связь. Если растение вам преподносит недоброжелатель, выставьте левую ногу вперед, а про себя трижды проговорите такие слова: «Растение только беру, все, что к нему прилагается, от черной души, обратно тебе, называйте имя, возвращаю». Так вы оградитесь от разрушительного негатива, и человек не сможет вам его передать. Но растение после нужно пересадить, а горшок, в котором подарено растение, выкинуть подальше от дома. На рассвете полить, и при этом обязательно скажите такие слова: «Вода силой наделяет, все негативные энергии, что впитала, убирает, нашу связь укрепляет, будет мне теперь данное растение помогать и энергию в доме улучшать». Так, вы не только очистите его с помощью такого простого способа от негатива, но и сделаете талисманом для своего дома. Также нужно помнить о том, что растение живое, что оно способно реагировать на ваше настроение и на ваше к нему отношение. Помните об этом. Если вы решили купить растение, то изучите о нем все. Сейчас существует много нужных знаний об этом, чтобы не допустить ошибку и не поселить у себя в доме проблемы. Растения, как и все, что нас окружает, наделено определенной энергетикой и вибрациями, поэтому будьте к ним внимательны, будьте осторожны. Лучше потратить время на изучение, чем потратить его на то, чтобы потом избавляться от тех проблем, которые оно притянуло к вам, к вашей семье или же ваш дом. Но порой бывает слишком поздно, или же люди даже подумать не могут, что во всем виновато растение. Также, если берете растение в руки и ощущаете какие-то неприятные чувства, даже при том, что оно красиво, не несите его в дом.
Порой люди допускают одну непоправимую ошибку, когда видят на улице выброшенное растение, желают ему помочь и несут его в свой дом, даже не подозревая, что данное растение оказалось там из-за того, что напитано разрушительным негативом и из-за того, что от него таким вот способом избавились. Когда такое растение попадает в дом, оно способно даже в том состоянии, в котором находится, разрушить особенную энергетику жилья, причинив тем, кто в таком доме живет, страшный вред и даже призвав беды. Если все-таки такое растение вы принесли в свой дом, обязательно очистите его от негатива. Перед тем, как посадить, для этого макните его корешок в соль, проговаривая при этом обязательно такие слова: соль, негатив, весь данного растения собери, сними, убери, его очисти и каналы для нужных энергий отвори. После того, как проговорите данные слова, ополосните данный корешок под проточной водой, при этом проговаривая такие слова: жизненными силами вода данное растение наделяет, энергия светлая его окружает. После этого можете заниматься ним уже, как понимаете, сами и считаете нужным. С энергетической стороны вам больше будет не о чем переживать. От всего, что плохое в нем было, вы себя убережете. Если оно не приживется, не переживайте. Значит, до тех пор, как оно к вам попало, оно впитало уже очень сильный негатив. А если приживется, значит, вы получите сильный благодарный оберег, который будет не только вас защищать, подпитывать на энергетическом уровне, но и сделать вашу связь со Вселенной более крепкой, ведь благодарность никогда и никуда не девается бесследно, а счастливые и радостные события обязательно придут в вашу жизнь. Поэтому, девочки и мальчики, используйте эти знания себе во благо. И очень важно, чтобы вы понимали, что есть растения, которые вам могут принести вред, как физически, так и энергетически. Поэтому, когда вы заводите растение, следите за ним, протирайте листочки, поливайте его, так как все живое любит заботу и тепло. Ощущая это от вас, они будут стараться помочь вам во всем, уберечь и наделить нужными энергиями. Растения – это наши друзья, поэтому и отношения к ним должны быть соответствующие. Помните об этом. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, девочки и мальчики. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация была полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.